Есть вот такие смыслы, которые раскрываются в пост в месяц Рамадан, позволяют это понять, более раскрыть, прочувствовать и так далее. Так вот, первый, самый важный из них – это смысл, который обращен именно к божественному правлению. Так вот, с точки зрения божественного правления Всевышнего, один из сокровенных смыслов поста следующий. «Сотворив поверхность земли в виде некой скатерти благ и разместив все виды даров на этой скатерти, в образе мин хайθу ля яхтасиб выражает совершенство своего божественного правления, божественной милости и милосердия. Люди же, находясь под завесой беспечности и в кругу причин, не могут полностью увидеть истину, выражаемую этим положением, а иногда и вовсе забывают о ней. Всевышний Аллах на самом деле проявляет удивительную милость к своим созданиям и творениям, проявляет заботу. Причем в каком виде? В удивительном. Мин хайθу ля яхтасиб. То есть я, говорит, даю вам пропитание из самых неожиданных мест. То есть оттуда, откуда по идее они не должны появляться. В чем проблема людей? В обыденности, в привычке. То есть мы забываем или даже, можно сказать, перестаем обращать внимание на эти вещи. Нам кажется, это все обычное. Хотя на самом деле это все является действительно удивительным. Для того, чтобы это реально прочувствовать, представьте человека, который никогда не видел ни фруктов, ни растений, как некий инопланетянин. И вот он первый раз прилетел к нам на планету Земля. И ты ему накрыл стол, и он пробует бананы, ягоды, фрукты, арбузы, дыни. И он вот это все будет пробовать, будет удивляться, какие запахи, какие формы, какие цвета. Потом, представь, ты убираешь эту корзину в сторону и поставишь перед ним, пойдешь в огород, в ведро наберешь земли, принесешь ему это ведро земли, дашь ему ложку и скажешь: на, ешь. Вот это все, что ты ел до этого, вот эти все фрукты, все ягоды, они все вышли отсюда, из земли. Он попробует, возьмет ложку, съест. Он выплюнет, конечно, и мало того, на тебя ругаться будет, что ты его попросил покушать эту консистенцию. А ты ему скажешь: но ведь все, что ты до этого ел, вышло вот отсюда, из этой земли. Как ты думаешь, он тебе поверит? Он попробовал одно, попробовал второе. Почему он не верит, что одно вышло из другого? Скажи мне, что-нибудь общее есть между землей и фруктами? Вкус есть в земле тот, который есть в фруктах? Аромат тот есть, запах такой есть в земле? Цвет есть такой? То есть ничего общего на самом деле нету. Поэтому он и не поверит. Представь, он одно пробует, вообще один вкус, вообще другой запах и так далее, и так далее. Потом кушает землю, это вообще что-то другое. И на самом деле это реально является чудом. То есть как? Да, вот из земли, из простой воды и так далее, Всевышний Аллах сотворяет такие удивительные вещи. Каким образом? И именно Всевышний Аллах об этом и говорит: «Мин хайθу ля яхтасиб». То есть я вам даю из самых неожиданных мест. Поэтому, сотворив поверхность земли в виде скатерти благ и разместив все виды даров на этой скатерти в образе «мин хайθу ля яхтасиб» из самого неожиданного места, Всевышний выражает совершенство своего божественного правления, божественной милости и милосердия. Да? Но люди, они этого не замечают, они это не оценивают, а иногда вообще полностью забывают. А что происходит в месяц Рамадан? Верующие неожиданно преображаются в подобие очень организованной армии, своеобразно приглашенных на угощение вечного правителя. Перед закатом солнца, как будто ожидая приказания «пожалуйте», они выказывают состояние поклонения и по отношению к такой милосердной, величественной и всеобъемлющей милости отвечают своим обширным, великим и упорядоченным поклонением. Вопрос. Интересно. Люди, которые не приобщаются к такому возвышенному поклонению и почетному угощению, достойны ли они называться людьми? То есть те люди, которые остаются в стороне и по итогу не отвечают благодарностью на такие удивительные дары, не ценят это и так далее.